Ты когда-нибудь задавался вопросом: почему я снова привязываюсь к тем, кто не выбирает меня? Почему я снова держусь за отношения, в которых нет тепла? Почему я надеюсь, а потом остаюсь с болью? Я сам был там. И если ты узнаешь себя, это видео может многое прояснить. Мы влюбляемся в боль, не осознавая этого. Ты когда-нибудь ловил себя на мысли: почему я снова выбираю того, кто причиняет боль? Он может быть холодным, молчаливым, не заботиться, но именно к нему тянет. Это не потому, что ты глупый, и не потому, что у тебя плохой вкус. Это потому, что твоя психика ищет не счастья, а знакомого, привычного. Возможно, в детстве ты уже знал, как это – ждать, заслуживать, бояться, что любовь исчезнет. И теперь, став взрослым, ты как будто снова проходишь тот же сценарий, пытаешься переписать его. Но знаешь, что самое важное? Ты не виноват. Ты просто идешь туда, где когда-то болело, в надежде, что на этот раз все закончится по-другому. История, которую я вижу слишком часто. У меня есть знакомая. Она сильная, умная, очень светлая. Но ее парень то исчезает, то возвращается. Может не поздравить с днем рождения. Молчать неделями. А потом просто написать «Привет». И знаешь, что тогда? Она расцветает. У нее в глазах огонь. Она говорит: он просто такой, я просто его люблю. Но правда в том, что она любит не его. Она любит идею того, что наконец-то ее выбрали. Без условий, без боли, без борьбы. Она не ждет от него сообщений. Она ждет, что хоть кто-то когда-то выберет ее по-настоящему. Как в детстве. Когда мама была рядом телом, но не душой. Когда за внимание нужно было бороться. Когда любовь – это тревога, а не тепло. И вот теперь ее сердце снова идет туда, где надо заслужить. Туда, где боль – это привычное чувство. Иногда нужно не просто видео, а человек, который умеет слышать. Если тебе нужна поддержка, в описании есть ссылка на Telegram, где ты можешь обратиться к профессиональному психологу. Без давления, без осуждения. Просто откликнись, если чувствуешь, что время пришло. Ты не обязана быть сильным все время. И просить о помощи – это тоже сила. Мы пытаемся переписать свою старую историю. Наша психика, она мудрая и очень упрямая. Она говорит нам: давай еще раз, только теперь все получится. Теперь ты получишь ту любовь, которую тогда не дали. И мы снова влюбляемся в того, кто недоступен, кто не слышит. Кто-то холодный, то теплый. Кто держит нас в тревоге. И мы терпим, стараемся быть удобными, понимающими, терпеливыми. Потому что внутри живет надежда. Если я докажу, что я достоин любви, может, в этот раз все будет по-другому. Но правда в том, что так мы не исцеляем рану. Мы просто открываем ее снова. Снова и снова. Надеясь, что другой человек закроет то, что болело с детства. И это не слабость. Это попытка выжить. Это внутренняя просьба: пожалуйста, пусть кто-то выберет меня, наконец. Но чтобы по-настоящему исцелиться, нужно выйти из этого круга. И сказать себе: я больше не повторяю. Я начинаю новую историю. Мы все это уже видели. В кино вспомни фильм «500 дней лета». Он любит ее. Он идеализирует каждый момент. А она не обещает ничего. Он верит, что любовь спасет. А она просто не там. И боль начинается не тогда, когда она уходит, а тогда, когда он все еще остается. Эта история не только про них. Это история про многих из нас. Когда ты держишься за иллюзию. А отпустить страшнее, чем продолжать страдать. У мужчин та же боль, только молча. Знаешь, мужчины тоже так делают. Мы влюбляемся в тех, кто нас не выбирает. В сильных, уверенных, независимых. В женщин, которые говорят: ты классный, но я не ищу отношений. Ты хороший, просто не для меня. Или просто исчезают. И ты снова остаешься с пустыми руками. Хотя старался. Писал, звал, покупал подарки. Молчал, когда было больно. Надевал маску, когда внутри было страшно. А в голове звучит знакомое: мужики не плачут, не ной, будь сильным. И ты сжимаешь зубы. Ты не показываешь, что больно. Но боль, она все равно есть.
Потому что в глубине души ты просто хочешь, чтобы тебя приняли. Не за достижения, не за мужскую стойкость, а просто так. За то, какой ты есть. Настоящий. И ты снова выбираешь тех, кто этой близости дать не может. Потому что внутри все еще открыта та старая рана. Из детства. Когда ты впервые услышал, ты недостаточно. Не чувствуй, не показывай. Но сейчас уже можно по-другому. Что делать? Первое. Признай, это не про любовь. Это про боль. Про старую знакомую боль, которая хочет, чтобы ее наконец заметили. Второе. Перестань ждать, что кто-то однажды появится и исцелит тебя. Это слишком важная работа, чтобы отдавать ее в чужие руки. Третье. Начни слышать себя. Свою тоску, свой страх, свою усталость. Спроси себя: мне больно? Если да, это уже причина начать заботиться о себе. Ты не обязан быть идеальным. Ты не должен быть сильным 24/7. Ты нужен себе, живой, с чувствами, с ранимостью, с тишиной, в которой ты себя не бросаешь. И даже если сейчас темно, это не конец. Это точка, откуда ты можешь выбрать себя. Если ты в отношениях, где тебе больно, не спеши рубить с плеча. Не нужно собирать вещи в слезах и уходить в ночь. Сначала замедлись. Сделай шаг назад. Посмотри, кто ты в этих отношениях. Что ты ищешь? Любовь? Безопасность? Подтверждение, что ты достойна? Какую боль ты проживаешь снова и снова? Ту, что не была прожита в детстве. Иногда мы не можем уйти, потому что боимся остаться с этой болью один на один. Но как только ты ее увидишь, все начнет меняться. Мягко. Не сразу, но навсегда. Ты не будешь прежней. Ты станешь свободнее. Ты начнешь выбирать не из страха, а из уважения к себе. А это уже не про боль. Это про зрелость, про силу, про любовь. Ты не сломлен. Ты просто долго жил в режиме выживания. Но теперь можно по-другому. С уважением к себе, с любовью к себе. Ты не обязан страдать, чтобы заслужить внимание. Если тебе откликнулось, подпишись. И отправь это видео тому, кому сейчас это особенно нужно.